Всем привет, это Александр и канал «Читаем для вас». Прочитал книгу легендарного Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей» и сделал на нее обзор. Он будет содержать не все, но самые важные рекомендации и примеры книги. Книга настолько содержательна, что на нее будет два варианта обзора. Первый вариант обзора – книга по блокам. Это 8 отдельных видео по вводной части и 7 навыкам. Второй вариант – обзор всей книги целиком. Вы смотрите ролик первого варианта. Книга по блокам. Вводная часть. Да, 7 навыков высокоэффективных людей – настолько сильная книга, что вводная часть достойна отдельного обзора. Первая из важнейших рекомендаций этого блока – это принципы, которыми стоит руководствоваться в 4 измерениях природы человека. Измерение первое – тело. Стивен Кови рекомендует предотвращать заболевания приведением своего образа жизни в соответствии с принципами функционирования здорового организма. Второе – интеллект. В рекомендации этого измерения попали постоянное вдумчивое чтение и непрерывное самообразование. В измерении сердца автор рекомендует внимательно и уважительно слушать и служить другим и получать от этого удовольствие. Признание источником нашей потребности в обретении глобального смысла жизни и стремление к идеалу принципов – рекомендация 4-го измерения – измерение духа. Итак, фундаментом 7 навыков выступают здоровый образ жизни, самосовершенствование, служение другим и понимание, зачем и во имя чего мы живем. Огромный объем вводной части Стивен Кови отводит понятию парадигмы – тому, как люди видят мир. Не в смысле зрения, а в смысле восприятия, понимания и толкования. В своей книге автор представляет парадигму как карту местности. И бывает так, что человек предпринимает попытки попасть в определенное место в центре Москвы, но пользуется картой Санкт-Петербурга. И если парадигма человека, как в примере с картой, не соответствует действительности, то приложение больших стараний и большей настойчивости, ускорения не помогут. А то и помешают, ведь можно оказаться не в том месте еще быстрее. В книге маэстро Кови приводит много красочных примеров. Относительно темы парадигмы нельзя не упомянуть два. Пример первый. Рассмотрите картинку. Попробуйте запомнить мельчайшие детали этого рисунка. А теперь перед вами другой рисунок. Он явно отличается от первого. Кто изображен на нем? Чаще всего после первого рисунка на втором люди видят девушку лет 20-25. А что, если кто-нибудь скажет вам, что на рисунке вовсе не девушка, а бабушка? И ей не меньше 70. Поверите вы или нет? Готовы ли вы увидеть на этом изображении старуху? Давайте попробуем это сделать вместе с помощью третьего изображения. Увидели? Для того, чтобы двигаться дальше, принципиально важно, чтобы вы увидели оба изображения. Один из преподавателей Гарвардской школы бизнеса с помощью этих картинок показывал студентам, что двое людей, глядя на одно и то же, могут видеть разное, и при этом оба будут правы. И дело тут не в логике, дело в психологии. Пример второй. Рассказ Фрэнка Коха, опубликованном в журнале Военно-морского института. 2 военным кораблям учебной эскадры пришлось провести несколько дней в бушующем море. Я служил на головном корабле, и когда стало смеркаться, заступил на вахту. Из-за тумана видимость была плохой, поэтому капитан остался на мостике, чтобы следить за действиями команды. Вскоре после того, как стемнело, вперед смотрящий доложил: «Огни прямо по курсу!» «На месте или движутся?» – выкрикнул капитан. «На месте, капитан!» – ответил вперед смотрящий. Тут капитан приказал сигнальному: «Передайте на судно. Движемся курсом на столкновение. Советую вам изменить курс на 20 градусов». В ответ был получен следующий сигнал: «Желательно, чтобы вы изменили курс на 20 градусов». Капитан говорит: «Передай, я капитан, измените курс на 20 градусов». «Я моряк 2 класса», приходит ответный сигнал. «Советую изменить курс на 20 градусов». К этому времени капитан распалился не на шутку. «Сигнальте!» — рявкнул он. «Я военный корабль! Измените курс на 20 градусов!» На это последовал ответ: «Я маяк».
нам пришлось изменить курс. Большинство людей думают, что видят окружающее таким, каково оно и есть в действительности. Многие думают, что они объективны. Но все мы видим мир таким, каким мы настроены его видеть. Прежде чем делать определенные выводы, автор призывает попробовать понять другого человека, посмотреть на ситуацию его глазами, принимая во внимание опыт нашего визави. В вводной части Стивен Кови вспоминает о басне Эзопа о гусыне, которая несла золотые яйца. Поддавшись своей алчности и нетерпеливости, главный герой этой басни убил гусыню, которая каждый день приносила ему золотое яйцо. Герой хотел получить все золотые яйца немедленно, но остался без гусыни и яиц, которых внутри гусыни не оказалось. Эту басню автор «7 навыков высокоэффективных людей» вспоминает неспроста. На ее примере он демонстрирует принцип РРС баланса, где R – желаемый результат, золотые яйца, а РС – это ресурсы и средства, необходимые для достижения результата, гусыня. Это равновесие Кови и называет эффективностью, рекомендуя нам нацеливаться не только на результативность, но и на сохранение ресурсов и средств. Причем из всех средств особенно выделяя человеческий ресурс. Если в результате руководитель хочет получить отличный сервис от своих сотрудников по отношению к их клиентам, то ему нужно позаботиться о сотрудниках и оказать отличный сервис своим подчиненным. А если сотрудники в результате хотят получить постоянный поток клиентов, то клиентам, РС, нужно оказать такой уровень сервиса, какой бы они пожелали своим близким. Итак, эффективность – это РРС баланс. А что же автор называет навыком? Под навыком в книге понимается сочетание 3 компонентов. Знание – теоретическая парадигма, определяющая, что делать и зачем. Умение дает представление, как делать. И желание – это мотивация. Хочу делать. Сами же 7 навыков мы разберем в следующих обзорах. Стивен Кови был мастером приведения ярких, красочных, а главное доходчиво объясняющих примеров. Обзор не сможет отразить всех рекомендаций и примеров их использования. Поэтому эффективнее прочитать всю книгу целиком. Если в R результате вы все так же хотите получать новые видеообзоры, поддержите РС, канал «Читаем для вас». Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк, делитесь с теми, кто вам дорог этим видео. Буду рад вашей обратной связи в комментариях и до новых обзоров!